Всем привет! Давно у нас не было роликов, так как я немного решил изменить формат и направление. И это первое видео будет касаться автомобилей. Я сейчас нахожусь на выставке в Шэньчжэне, большая выставка, которая проходит раз в год. Здесь представляют различные компании свои новые модели, не только китайские, но и зарубежные. Тут будут как и электрические, гибридные, так и обычные ДВС автомобили. Давайте посмотрим, что получится в этом ролике. И давайте начнем по порядку. И первый стенд, который мы встретили у себя на пути, это компания Hongqi. Hongqi – это достаточно известный бренд, принадлежащий самому старому в Китае автопроизводителю – госкомпании Yiqi или FAV, на базе которого производятся многие зарубежные марки Toyota, Volkswagen, Honda. Новую Ладу тоже делают на базе разработок этой компании. Из новинок недавно поступил в продажу лифтбэк B+ класса. Модель H6. Это автомобиль с ДВС-двигателем объемом 2 литра и турбонаддувом, мощностью 224 лошадиные силы. Расход на 100 км 6,5 литров. До сотки разгоняется за 7,8 секунд. Передняя часть характеризуется большой трапециевидной решеткой радиатора, украшенной хромированными полосами и матричным рисунком. Автомобиль получил узкие фары и серебристые акценты. Здесь более агрессивный дизайн с дополнительным рельефом на кузове. Поставляется авто с 18 колесами, стоимость от $28 тысяч. Имеется на выбор 10 цветов кузова и 4 расцветки салона. Интерьер здесь имеет Т-образную панель спереди. По центру салона расположен большой вертикальный планшет. Имеется поддержка Wi-Fi и 5G связи. Салон имеет оттенок спортивного дизайна, и здесь имеются монолитные подголовники на сиденьях спереди. Далее мы заглянем в компанию Guangqi. Это еще один крупнейший топ-5 производителей авто в Китае. Они производят как собственные бренды автомобилей, так и зарубежные – Toyota, Honda, Mitsubishi. Из собственных брендов популярным является Aion, Tramchi, и из новинок недавно был представлен минивэн бизнес-класса Tramchi i9. Данный автомобиль является гибридом. Здесь стоит 2-литровый ДВС с турбонаддувом мощностью 190 лошадок. Совокупная мощность вместе с электродвижком 274 кВт. Запас хода от батареи 136 км. Общий запас более 1000 км. Расход бензина 6 литров на 100 км. Для такого огромного корабля это неплохой результат. Есть 3 версии данной модели – Pro, Max и Grand Master с хромированной решеткой для радиатора. Внутри все на первоклассном уровне. Автоматические двери, большое пространство, мягкие и удобные троны для пассажиров. Дисплей управления встроены в кресло для пассажиров. Также имеется откидной столик и подставка под ноги. Автомобиль семиместный по схеме 2+2+3. Впереди установлены 3 больших экранов, мультимедийный по центру в виде планшета. И в целом интерьер выглядит и ощущается очень люксово. Отлично подойдет в качестве бизнес-автомобиля. Ну а здесь представлены автомобили марки Mazda. Очень много здесь сотрудников, которые натирают каждую машину. При этом заграждают полностью обзор. Ну не полностью, частично. То есть и машинки приходится снимать с разных ракурсов. А вот мы подошли к стенду самой, ну не самой, но одной из крупных компаний, это Geely. И здесь новинка L7. Geely, пожалуй, самая известная компания в Китае, которая имеет множество брендов. Помимо основной линейки автомобилей, Geely владеет компанией Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars и контрольным пакетом акций Lotus, а также возрожденной компанией Meizu.
Здесь представлены основные линейки автомобилей из новинок, интересная модель Galaxy L7. Это средний по размерам недорогой гибридный кроссовер. Уже продается в Китае, и данная модель в 5 комплектациях от 19,5 до 24,5 тысяч долларов. Две более бюджетные конфигурации имеют запас хода от батарейки 55 км, а топовые комплектации с запасом 115 км. Здесь стоит 1,5-литровый ДВС с турбонаддувом, 2 электромотора. Гибрид может работать в параллельном, так и в последовательном режиме, а совокупная общая мощность равна 287 кВт. Максимальная скорость 200 км в час, разгон до 100 за 7,5 секунды. Расход топлива 5,23 литров на 100 км. Общий запас хода 1370 км. В салоне Geely Galaxy L7 установлена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Вертикальный планшет-экран мультимедийной системы имеет размер 13,2 дюйма. Также здесь имеется большой экран для пассажира. Впереди установлены мультиконтурные кресла, имеется беспроводная зарядка для гаджетов, современная, быстрая, с хорошим откликом Android-система. К сожалению, здесь она только на китайском языке. В общем, на первый взгляд, цена за такие показатели впечатляет. Идем далее, и на очереди дочерка Geely Link Eco. Данная компания ранее производила продвинутые по функционалу ДВС автомобили, но в последнее время они переходят на гибриды. К примеру, новинка модель 08. Данная модель по внешнему дизайну очень напоминает ее родственника Zeekr. Она при этом имеет безрамочные стекла дверей и много интересных дизайнерских решений. Например, центральная секция фар состоит из 32 светодиодов и включается сама, когда владелец с ключом приближается к машине. В базовой конфигурации установлены колеса диаметром 21 дюйм. Крепления безрамочных зеркал объединены с декором на дверях. Повторюсь, это гибридный кроссовер с 1,5-литровым ДВС двигателем с турбонаддувом. Данный ДВС дополняется 2 электромоторами, обеспечивающий полный привод. Совокупная мощность составляет 394 кВт. Также здесь имеется аккумулятор, с которым автомобиль на электротяге может проехать 245 км. Но если здесь будет залит полный бак бензина, то автомобиль сможет проехать 1400 км. Внутри передняя панель в салоне сделана в типичном современном стиле с 2 экранами. Приборный экран 12,3 дюйма и медиасистема 15,4 дюйма. Также предусмотрен проекционный дисплей на месте водителя. Новинка модель 08 вызвала у меня интерес, так как впервые здесь установили систему Flyme Auto от компании Meizu. К сожалению, на момент выставки цена данного автомобиля неизвестна. Идем далее, и на очереди компания Chery. Очень популярный производитель автомобилей, он давно представлен в России и имеет собственный завод. Из китайских новинок самая свежая продаваемая машина – это кроссовер Tiggo 9. Это бензиновый автомобиль, предлагается в Китае в множестве вариаций. Также в планах компании в этом году выпустить гибрид этой модели. Стоимость автомобиля составляет от 21,5 тысячи долларов до 29,5 тысячи долларов. На выбор предлагается 5- и 7-местные комбинации. Помимо этого есть коробка с 7 и 8-ступенчатыми передачами. Движок здесь 2-литровый с турбонаддувом, который имеет мощность 261 лошадиную силу. Максимальная скорость составляет 205 км в час, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 км. Поставляется автомобиль с 20-дюймовыми дисками. Внутри экран панели приборов имеет диагональ 12,3 дюйма. По центру расположен мультимедийный экран с точно такой же диагональю. Tiggo 9 оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8155 и имеет подсветку с комбинацией в 256 цветов. Сиденья обтянуты кожей, передние сиденья можно регулировать с помощью электроники, есть функция обогрева и вентиляции. И возможно скоро данная модель приедет в Россию. Еще один крупный автопроизводитель в Китае – это компания Changan. Компания имеет несколько суббрендов с разными категориями автомобилей. Производят от маленьких легковых авто до крупных внедорожников, микроавтобусов или легких грузовых авто. Среди новинок имеются гибридные модели,
Одна из них это седан UNI-V IDD. Данный автомобиль имеет стоимость в Китае от $20 500. Здесь стоит электромотор мощностью 125 кВт, также ДВС-турбины двигателя объемом 1,5 литра. Запас емкости здесь не очень большой, чисто на электричестве батарея позволяет проехать на одном заряде около 110 км. Максимальная скорость здесь приличная – 215 км в час. До сотни UNI-V разгоняется за 6,5 секунд. Несмотря на то, что внешне UNI-V выглядит дерзко, салон выполнен в строгом стиле, минималистичный и простой. Здесь отсутствует излишнее количество экранов, имеется только экран для водителя и мультимедийный дисплей. Помимо этого есть небольшой открывающийся люк. Автомобиль просторный и комфортный. А мы идем далее. Компания Kia представила новую спортивную версию своего электрокара EV6 с приставкой GT. Данный автомобиль поступит в продажу в августе этого года. Цена пока неизвестна. Будет по емкости 2 комплектации, минимальная на 78 кВт-час. При мощности в 430 кВт автомобиль имеет запас хода 400 км. При этом максимальная скорость составляет до 260 км в час, а разгон до 100 за 3,5 секунды. Очень впечатляющие показатели. Внешний дизайн тоже очень привлекательный. Салон обшит приятным и мягким материалом, похожим на бархат. На задних сиденьях вполне комфортно. Передняя панель оснащена 2 экранами. Ну а мы давайте двинемся дальше. Компания Lantu, выпускающая автомобили Voya и являющаяся дочерней крупной госкомпании Dongfeng, представили свои текущие модели Voya Free, очень популярный гибридный SUV. Кроссовер Voya Free достаточно популярный автомобиль, он является прямым конкурентом самому продаваемому в Китае SUV серии от Lysian. Также это один из немногих кроссоверов, официально представленных в России. Обновленная китайская версия 2023 года имеет гибридный двигатель, а именно 1,5-литровый движок внутреннего сгорания и 2 электромотора общей мощностью 360 кВт. Данная модель выпускается с 2021 года, и в первой гибридной версии мощность была выше – 510 кВт. Здесь же решили этот параметр сократить и увеличили таким образом запас хода электротяги со 123 км до 205 км. При полном баке зарядки автомобиль способен проехать до 960 км. Интерьер Voya выглядит премиально, материалы отделки приятные и качественные. Монолитно вдоль всей передней панели расположены 3 экрана с одинаковым размером. Передние сиденья обладают функцией подогрева, вентиляции и массажа. Имеется регулируемая подсветка и панорамная крыша. Автомобиль в Китае стоит $48 тысяч. XPeng или Xiaopeng – еще одна молодая амбициозная компания, производитель современных электрокаров. Базируется в Гуанчжоу. В этом году представили новый средний по размеру кроссовер G6. Этот автомобиль напичкан новыми технологиями и имеет неплохие показатели запаса хода и скорости. Во-первых, дизайн кузова имеет хорошие аэродинамические показатели. Коэффициент сопротивления составляет 0,248. Автомобиль имеет мощность электротяги 358 кВт. Это позволяет разгонять до 100 за 3,9 секунды. Запас хода здесь приличный – 755 км на одном заряде. Также имеется очень быстрая зарядка. За 10 минут можно зарядиться на дистанцию в 300 км, а мощность зарядки равна 280 кВт. Автомобиль напичкан огромным количеством датчиков, камер и есть система LiDAR. Здесь по всему периметру будет контролироваться ситуация на дороге. Интерьер с отделкой из качественных материалов. Имеется современная мультимедийная система с интеллектуальным помощником. И впечатляет огромная панорамная крыша с углом обзора 180 градусов. Цена на данный момент еще неизвестна, автомобиль пока находится на предзаказе. Следующий стенд – это бренд Way. Принадлежит крупному автоконцерну Great Wall и выпускает кроссоверы среднего и премиум класса.
В этом году был выпущен топовый кроссовер компании с кодовым названием Lanshan или по-английски Blue Mountain. Гибридный кроссовер стоимостью от 39 тысяч до 43,5 тысяч долларов. Имеется две комплектации: дорогая с полным приводом и двумя электромоторами и моноприводная с менее мощным движком. У полного привода 380 кВт, разгон 4,9 секунды до 100, у монопривода 243 кВт и разгон около 10 секунд до 100. Запас хода на электротяге примерно 180 км. ДВС здесь на 1,5 литра с турбонаддувом. Сбоку голубая гора очень напоминает по форме автомобиля Lisyan. Спереди есть явные различия. Габариты здесь в длину 515 см. Это шестиместный салон с тремя рядами. Внутри очень просторно. На передней панели практически полностью размещены 3 экрана. Имеется система с интеллектуальным помощником, который со временем обучается и позволяет более эффективно управлять автомобилем. Также имеется большая панорамная крыша с открывающимся люком. Удобные сиденья с электрорегулировкой. В общем, на взгляд выглядит все классно. Интересно, насколько хорошо все это работает. А мы продолжим свой путь. Здесь представлен стенд компании Lisyan. Это производитель гибридных кроссоверов, который в последние годы лидирует по росту продаж подобной категории автомобилей. Думаю, многие из вас уже видели или хотя бы слышали о данных автомобилях. Новинкой текущего года были комплектации Air моделей L7 и L8. Давайте, к примеру, рассмотрим L7. Данная модель имеет самую низкую стоимость в линейке от 45 тысяч долларов за Air и до 53,5 тысяч долларов за максимальную комплектацию. Автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель ДВС, 2 электромотора с суммарной мощностью 330 кВт. Максимальная скорость L7 180 км в час. Запас хода на электротяге 210 км, а совокупный запас с полным баком до 1315 км. В салоне установлены проекционный экран, дисплей с цифровой приборной панелью на руле и 3 экрана с диагональю 15,7 дюйма. Аудиосистема здесь с 21 динамиком и поддерживает стандарт Dolby Atmos. Помимо этого вы получаете комфортные сиденья с электрорегулировками, обогревом, вентиляцией и массажем. Здесь панорамная крыша, атмосферная подсветка и 3-зонный климат-контроль. Автомобиль имеет роскошный интерьер, в нем чувствуешь себя комфортно. Имеются несколько расцветок кузова и 3 вариации салона – белый, черный и оранжевый. Компания Geely с суббрендом Zeekr представили свои 3 модели электрокаров. Это 001, 009 и модель X. Здесь имеется не простой 001, а новинка с приставкой V и запасом хода более 1000 км. Это прокачанная модель с новыми аккумуляторами Qilin от китайского производителя CATL. Новейшие аккумуляторы обладают очень высокой плотностью заряда до 255 Вт-час на килограмм, что позволяет при том же весе авто увеличить емкость аккумулятора. Это Zeekr и воплотили в жизнь. Запас хода в модели V 1032 км при емкости 140 кВт-час. Стоимость такого долгоиграющего автомобиля 57 тысяч долларов в Китае. Внешне и по интерьеру новинка не отличается от базовой модели. Сейчас данные автомобили пользуются популярностью не только в самом Китае, но и в наших странах. Этот автомобиль стал узнаваемым и известным. За базовую комплектацию 001 модели хотят от 42,5 тысяч долларов. За эти деньги вы получаете дерзкий, красивый, современный электрокар с запасом хода около 600 км, с автоматически открывающими дверями, доводчиками, красивой подсветкой и современными технологиями. В ближайшее время данный автомобиль, возможно, появится на дорогах ваших городов. Еще один суббренд Great Wall с названием Ora выпускает небольшие легковые автомобили формата Fastback. Одной из таких моделей является Lightning Cat. Это полностью электрический автомобиль. В стартовых модификациях данная модель оснащена одним электродвигателем на 150 кВт. В топовой модификации 300 кВт. Аккумуляторный блок предоставляет запас хода в 555 км без подзарядки. Еще есть версии с запасом на 600 и 705 км.
Цены варьируются от 25 до 36 тысяч долларов. Максимальную скорость эта малышка развивает до 160 км в час и 170 это в топовой версии, у которой разгон, между прочим, 4,3 секунды до 100. Aura оснащена камерами, датчиками по периметру, и здесь стоит система автоматического управления второго уровня. Также в наличии большой мультимедийный экран и 3 маленьких круглых экрана для водителя. BYD лично для меня, как для жителя Шэньчжэня, это самый узнаваемый бренд китайских автомобилей. И это неудивительно, так как это местный автопроизводитель. У данной компании огромный выбор моделей. Помимо основных линеек есть 3 отдельные суббренда. Denza более дешевый, новый суббренд Fan Chenbao в среднем ценовом сегменте и премиальный Yangwang. Такие модели как U8 и U9. Из основной линейки BYD я бы хотел выделить одну модель. Это BYD Delfin или Haitun по-китайски. На данный момент это одна из самых продаваемых моделей компании. Последние 3 месяца продажи превышают 30 тысяч единиц в месяц. Поставляется автомобиль в 3 комплектациях от 16,5 тысяч до 19,5 тысяч долларов. За эти деньги вы получаете полностью электрический небольшой хэтчбэк с передним приводом. Запас хода до 420 км на одном заряде. Мощность двигателя на минимальной и средней конфигурации 70 кВт, у топовой версии 130 кВт. Разгоняется Delfin до 150 и 160 максимум. Диски на топовой версии 17 дюймов, а на остальных 16 дюймов. Дизайн очень привлекательный, выглядит стильно, свежо и есть небольшой уклон в спорт. Внутри достаточно просторно, несмотря на размер данного автомобиля. В дизайне превалирует окружности практически везде. Интерьер здесь в спортивном уклоне. Имеется центральный мультимедийный дисплей диагональю 12,8 дюйма. Для водителя предусмотрен 5-дюймовый небольшой экран за рулем. Присутствует электронная регулировка передних сидений, система Parktronic и даже достаточно большая панорамная крыша. В общем, цена здесь достаточно приемлемая за такую начинку. Лично мне данный автомобиль очень понравился. Инновационная компания-производитель электрических автомобилей Wayli или по-английски NIO представила на выставке свои последние модели, которые уже поступили в продажу в этом году. Это купе-кроссовер EC7. Данный автомобиль имеет самый низкий коэффициент аэродинамического сопротивления в классе – 0,23. Стоимость варьируется от 69 тысяч до 82 тысяч долларов. На выбор представлены 8 вариантов окраски кузова и 5 расцветок интерьера. Автомобиль полностью электрический, полноприводный с 2 электромоторами с общей мощностью 480 кВт. Сотку EC разгоняет за 3,8 секунды. Имеется активное антикрыло с электроприводом для улучшения прижимной силы. По емкости аккумулятора есть 2 опции: батарея по 75 и 100 кВт-час. Запас хода составляет 490 и 635 км. По части функционала автомобиль напичкан по полной. Для водителя за рулем установлена цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма. Передняя панель автомобиля Т-образная, и на ней расположен планшет для управления мультимедиа диагональю 12,8 дюймов. Есть еще и 16-дюймовый проекционный дисплей HUD. Также имеется встроенный голосовой помощник Nomi, панорамная крыша с интеллектуальным затемнением, 23 аудиодинамика, адаптивная пневмоподвеска и бортовая интеллектуальная система Adam Neo, которая в сочетании с камерами и лидарами уже готова предложить пользователю автопилот уровня L4. Для Китая компания предлагает расширенное сервисное обслуживание, включая использование фирменных станций замены батарей. На самом деле я показал только малую часть компаний, которые были представлены на данной выставке.
так как физически рассказать о всех моделях у меня возможности не было. Я только подготовил материал на интересные, как мне казалось, модели. Вы всегда можете оставить ваши пожелания в комментариях, и мы их учтем при создании следующего ролика. Давайте подведем итог. Выставка была интересной, поражает размах и то, насколько огромное количество автомобилей производит китайский автопром, не говоря уже о самих технологиях, которые используются в данных автомобилях. Будем углубляться в эту тематику, и спасибо вам, если вы досмотрели до этого момента. Вы помогли каналу в развитии данного направления. А у нас на сегодня все. Спасибо за внимание.